Наконец, мы начинаем рассказ «Расколотая битва Синего Небес», часть 2, которая называется «Император Пламени». Во второй части подробно описывается, что произошло после того, как Сяо Янь стал Доу Ди. Итак, начнем. Это был первый раз, когда Сяо Янь услышал, что миры также делятся на уровни. Оказалось, что континент Доу Ци относится к миру высшего уровня. Время перематывается на несколько десятилетий назад. В великом мире Тысячи, в обширном и загадочном западном небесном домене располагалась несравненно огромная территория, безграничное пространство, охватывающее десятки тысяч континентов. В этом домене процветали бесчисленные цивилизации. Среди всех сил 4 высшие родословные по-прежнему непоколебимо возвышались над остальными. Клан Бога Силы, клан Бога Крови, клан Бога Ло и клан Бога Ветра. Это были 4 великих божественных клана, древние силы, чьи основы уходили глубоко в сами законы небес и земли. На обширной территории, находившейся под властью одного из этих гигантов, клана Бога Ло, существовал регион, расположенный неподалеку от центрального континента клана Бога Ло. Обычно это было спокойное, величественное и тщательно охраняемое место, но в этот самый момент его спокойствие было разрушено. Бесчисленные фигуры застыли на месте, подняв взгляды к небесам. В их глазах читались шок и недоверие. Высоко в небе сама ткань пространства насильно разрывалась. Медленно раскрывался черный, как смоль, пространственный разлом. Всего за несколько коротких вдохов он превратился в колоссальную пропасть длиной почти в 10 тысяч метров. Словно сами небеса были рассечены надвое невидимым клинком. Изнутри разлома просачивалась ужасающая аура, а затем вперед шагнула фигура. Из тьмы вышел молодой человек, облаченный в черные одежды. Его движения были спокойными и неторопливыми, словно переход между мирами был для него не сложнее, чем переступить через порог. За его спиной был закреплен огромный тяжелый древний меч, излучавший давящее давление, из-за которого окружающее пространство слегка искажалось. В этот момент, когда его нога ступила в этот мир, по воздуху распространились рябь и волны, а сами небеса, казалось, слегка задрожали. Нетрудно догадаться, что этим человеком был Сяо Янь. Его взгляд медленно скользнул по окрестностям, изучая незнакомую землю и подавляющее присутствие сил, намного превосходящее все, с чем ему когда-либо приходилось сталкиваться. И тут его зрачки резко сузились. На его лице промелькнуло удивление. Сяо Янь медленно поднял ладонь. В ней начала собираться масса Доу Ци, беспокойно вращаясь, словно пламя, готовое вот-вот погаснуть. Однако еще в момент ее формирования Сяо Янь ясно почувствовал: Доу Ци больше не подчинялась ему полностью. Она дрожала, ускользала и постепенно выходила из-под его контроля, словно ее притягивала невидимая сила. Казалось, она медленно превращалась в другой вид энергии. Что происходит? Плохо дело. Выражение лица Сяо Яня резко изменилось. Внезапно он на полной скорости устремился к далекому горизонту и в мгновение ока исчез из поля зрения всех присутствующих. Пока его Доу Ци полностью не вышла из-под контроля, ему необходимо было найти безлюдное место и выяснить причину хаоса, происходящего внутри его тела. Доу Ци была его величайшей основой. Если он потеряет ее, Сяо Янь опасался, что превратится в калеку, которого может убить любой обычный человек. Фигура пронеслась по небу со скоростью, словно способной разорвать пустоту. Сяо Янь внимательно наблюдал за всем в этом новом мире, и его сердце было наполнено потрясением. С его скоростью даже огромный континент Доу Ци можно было пересечь за пару часов. Однако теперь, пролетев почти целый день, он понял, что пройденное им расстояние, похоже, составляло лишь небольшой уголок этого мира. «Я больше не выдержу». Сяо Янь ощущал, как Доу Ци внутри него становилась все более хаотичной, превращаясь в странную и незнакомую энергию.
Эта энергия обладала своего рода разумом и была намного сильнее Даоци, культивируемой на его родном континенте Даоци. Но еще страшнее было то, что после превращения Даоци в эту духовную энергию она начала выходить из-под его контроля. Сяоянь пытался очистить ее, но обнаружил, что сделать это чрезвычайно трудно. Внезапно в поле его зрения появился горный пик, и он устремился к нему. В то время на Земле, находившейся в десятках миллионов километрах отсюда, один старик внезапно что-то почувствовал. Его сердце дрогнуло, а глаза, испещренные следами времени, медленно повернулись в сторону далекого неба. «Кто-то приближается к горе Бога Ло!» Как только эти слова прозвучали, старик мгновенно исчез. На вершине возвышающейся горы располагалась огромная площадь. В ее центре стоял гигантский каменный столб. Сяоянь сидел, скрестив ноги внутри формации. Его состояние выглядело крайне плохо. «Проклятье! Эти энергии невероятно трудно поглощать. Неужели десятки лет моей культивации окажутся потрачены впустую?» Сяоянь мысленно пробормотал эти слова. Испытания, через которые он прошел в родном мире на планете континента Даоци за несколько десятков лет, закалили его несгибаемую волю. Даже сейчас он сохранял спокойствие. В его руке внезапно поднялось холодное белое пламя. Пламя его учителя Яо Лао. Сразу после этого одно за другим начали подниматься небесные огни самых разных цветов. В мгновение ока Сяояня окружили 22 небесных пламени. В этот момент у него осталось совсем немного даоци, которой он мог защищаться. Единственными оставшимися козырями были эти небесные огни. Если кто-нибудь нападет сейчас, ему останется лишь взорвать их. Внезапно раздался старческий голос. «Эй, малец, кто ты такой? Ты ведь не собираешься взорвать защитную формацию моего клана Бога Ло?» Сяоянь резко обернулся. В нескольких метрах от него неизвестно когда появился старик с тростью. Старик окинул Сяояня взглядом, а затем улыбнулся. «Так ты прибыл из мира низшего уровня?» Сяоянь слегка замер. Он впервые услышал термин «мир низшего уровня». Он сказал старику: «Приветствую, старший. Я лишь проходил мимо. В моем теле возникли некоторые проблемы, поэтому я позаимствовал это место, чтобы немного отдохнуть». Старик приблизился, но Сяоянь совершенно не почувствовал его присутствия. Его сила явно была непостижима. «Я знаю, все, кто прибывает из миров низшего уровня, сталкиваются с подобным. Но то, что тебе удалось изгнать эту силу из своего тела, действительно меня удивило». Старик взглянул на красную энергию, парящую вокруг. Сяоянь понял, что, скорее всего, это произошло благодаря небесному пламени. Именно они изгнали вышедшую из-под контроля энергию из его тела. «Старший, когда вы сказали «такие, как мы», вы имели в виду, что существует много других людей, прибывших из таких же разных миров, как и я?» Старик улыбнулся. «Ты думал, что мир низшего уровня относится только к твоему миру? Среди миров низшего уровня существует бесчисленное множество миров, подобных твоему. Они делятся на миры низкого, среднего, высокого и сверхвысокого уровня. Чем выше уровень мира, тем он более редок. Те, кто способен прорваться через оковы своего мира, будут сильнее. С твоей нынешней силой ты, должно быть, родился в мире высокого уровня, но значительно ниже этого, в который ты прибыл». Услышав это, Сяоянь вспомнил молодого человека, которого встретил в проходе между мирами. Их ауры были похожи. Очевидно, тот человек также прибыл из другого мира, высокого уровня. «Старший, как другие обычно справляются с подобной ситуацией?» – спросил Сяоянь. Старик подошел и мягко положил руку ему на плечо. В тело Сяояня проникло странное колебание. Постепенно его хаотичный дантянь начал успокаиваться. Сяоянь ясно почувствовал, как оставшаяся внутри него даоци ускорила свое превращение в духовную силу. «Так это духовная сила?» Это также был первый раз, когда Сяоянь услышал этот термин. В этом мире явно культивировалась сила, похожую на даоци, однако она была намного сильнее. «Старший,
«Вы можете помочь мне завершить слияние?» — спросил Сяо Янь. Старик переместился ему за спину и доброжелательно произнес: «Похоже, сегодня судьба свела нас вместе. Я помогу тебе завершить ассимиляцию духовной силы. Если мы не поторопимся, выпущенная тобой духовная сила вскоре полностью рассеется». Старик поднял правую руку. Непостижимая сила хлынула в тело Сяо Яня. «Ты готов? Используй тот же метод культивации, но полностью измени направление движения энергии на противоположное. Сейчас я притяну сюда всю духовную силу в радиусе 1000 ли. Сколько ты сможешь поглотить, будет зависеть от твоей собственной удачи». На лице Сяо Яня мгновенно появилась радость. Он глубоко вдохнул и успокоил свой разум. С взмахом рукава старика духовная сила небес и земли яростно взорвалась. «Она идет!» Безграничная духовная сила яростно устремилась к вершине горы Бога Ло, словно бесконечная приливная волна, ревущая между небесами и землей. Облака закружились и исказились, образуя огромные вихри, а потоки полупрозрачной энергии со всех сторон начали стекаться к одинокой фигуре, сидящей на вершине горы, словно их притягивала непреодолимая сила. Огромная площадь задрожала. Древний каменный столб издал глубокий гул, словно сама гора откликалась на пробуждение этой силы. Выражение лица Сяо Яня стало серьезным. Теперь он мог явно это почувствовать. Эта духовная сила совершенно не походила на Дао Ци. Она была чище, плотнее и обладала слабым, но несомненным подобием разума, словно у нее имелась собственная воля. Каждая струйка энергии, устремлявшаяся к нему, несла в себе ужасающую силу, способную превратить обычного культиватора в пыль. «Запомни!» Спокойный голос старика разнесся среди бушующего ветра, чистый, словно божественный колокол, прорезая царивший хаос. «Эта энергия может быть тебе незнакома», — медленно произнес он. «Но ты не должен ее отвергать. Не бойся ее. Не сопротивляйся ей. Относись к ней как к Дао Ци. Поглощай ее. Очищай и делай своей, направляя ее движение в полностью противоположном направлении». Как только его слова прозвучали, потоки духовной силы стали еще более яростными, обрушившись на Сяо Яня, словно океан, спускающийся с небес. Сяо Янь стиснул зубы. В этот момент последние остатки Дао Ци внутри его тела дрожали, находясь на грани полного разрушения. Однако вместо паники в его глазах горела решимость. Он медленно закрыл глаза. Метод культивации начал изменять свое направление, обращая течение энергии вспять. В одно мгновение по его меридианам разлилась боль, словно все его тело одновременно разрывали на части и перестраивали заново. Но среди этой агонии возникла странная ясность. Энергия, которая прежде сопротивлялась ему и выходила из-под его контроля, теперь начала подчиняться. Она сливалась с его телом и превращалась в настоящую духовную силу. Высоко в небе старик молча наблюдал за происходящим. В его старческих глазах промелькнуло одобрение. Пока буря энергии продолжала обрушиваться на Сяо Яня, фигура старика постепенно поднялась в воздух. Шаг за шагом он поднимался все выше, словно восходил по невидимой лестнице. «Я больше не останусь», — спокойно произнес он. «Я прошу лишь об одном. Когда закончишь очищать эту духовную силу, как можно скорее покинь гору Бога Ло. Это не то место, где новичку следует задерживаться». Младший Сяо Янь еще не знает почтенного имени старшего. Голос Сяо Яня разнесся снизу, пронесенный безграничной энергией. Старик остановился. Он слегка повернулся и один раз кивнул. Его тело начало расплываться, а затем постепенно растворилось в самой пустоте, словно сливаясь с тканью небес и земли. Над вершиной горы еще долго звучал лишь тихий смешок, продолжавший эхом разноситься после того, как его фигура исчезла. «Ло Тяньшэнь!» Вот такими были первые шаги Сяо Яня в новом мире. Что произошло далее и что делал Сяо Янь в этом
непонятном месте мы можем рассмотреть в будущих роликах, но поскольку это совершенно новая часть сюжета, не уверен, что зайдет зрителям. Так что ставьте лайки и пишите, делать ли нам продолжение. Спасибо и всем пока!